Северный Кавказ. Республика Кабардино-Балкария. Край снежных вершин, крутых ущелий и ледяных водопадов. Родина зажигательных танцев, гостеприимных людей и древних обычаев. К сожалению, на протяжении веков эта земля видела много скорби и слез. Одна из самых трагических страниц в истории республики – это насильственная депортация балкарского народа в Среднюю Азию. 8 марта 1944 года 38 тысяч балкарцев, проживавших в республике, были вывезены из горных сел. Их погрузили в товарные вагоны и отправили в Казахстан, Киргизию и Западную Сибирь. Согласно указу Президиума Верховного Совета от 26 ноября 1948 года, переселение балкарцев и других депортированных народов определялось навечно, без права возврата к их прежнему месту жительства. Во время долгого пути многие из них умерли от нечеловеческих условий. В целом, за годы депортации погибла треть всех спецпереселенцев. И только в марте 1957 года балкарцы получили право вернуться в родные места. С тех пор прошло уже 75 лет. Поколение, пережившее депортацию, стремительно уходит, унося с собой драгоценные уроки, вынесенные ими из горнила страданий. Еще несколько лет, и большинства из них уже не будет среди нас. Вот почему сегодня важно прислушаться к их мудрым, выверенным временем словам. Этот фильм основан на нескольких интервью с теми, кто застал выселение в сознательном возрасте. Мы задали нашим собеседникам 4 важных вопроса. И вот что мы услышали в ответ. Поезд ехали мы 13 суток. По дорогу давали сухой паёк, иногда кто получит, кто не получит. А умирали люди от голода, от холода. Мертвого выкидывали с вагона. Есімде қалғаны ашлық. Самое главное, что отпечаталось в памяти, это голод. Ертелікте ауру деген түшке өлейді. Түшке ауру деген кете өліп шығиды. Алып өліктерін асырайды. Қабір қазиды. От голода целые семьи вымирали, и те, кто заболевал утром, в обед умирали. Могилы копали женщины. Одиночество. Я отдельно попал. Ну, что может 13-летний, 14-летний пацан? Как может он жить? С одной село в другой не пускали. Если пройдешь ночью, или тебя поймают 15 суток или штраф. Нам давали по 300 грамм хлеб. Если ты карска потираешь, целый месяц ты без хлеба остаешься. А потом, кто не работает, ему хлеб не давали. Старшие рассказывали, будет ли такой день, чтобы наелись хлеба, чтобы хлеба в запасе было. Когда мы обратно вернулись, вот этот самый трудный момент был. Тут колхоз надо построить, тут дом надо построить, жить надо. Я днем на работу, а я ночью строил вот этот дом. Тогда входной не видели. Средний народ тоже бывает очень хороший. Когда военные нас разбудили, давай собирайтесь выходить. Который хороший солдат попал, они вещи брать разрешали. А плохие просто вещи выбрасывали. Var tananı soyup meşine saldılar.
Tuvalet, Ол солдатлау болушхан еттіле, да? soldatlar buluşan et. Русские солдаты нам помогали загружать мясо. Они знали, что будет вот такая дорога долгая, тяжкая, и помогали нам как могли. Вот я хорошо помню, там в Овчегере старики возле дорога стояли, плакали. Когда нас везли, плакали старики, я сам своими глазами видел. И два солдата молодые нам даже помогали нести свертки. Рядом Чоктар колхоз был, киргизский колхоз. Самак, председатель колхоз был. Он даже сам перевозил многосемейным детям зерно, сам отдавал. Были и такие люди, которые друг друга не уважали, друг другу делали неприятные дела. Bir dışarı, bir erkeği düşüp koyunu götürüp bir buzulgan ile ibaret alayda anda soyup anda açarlar. И, мы жили вот в одной комнате, и у нас в комнате была еще овца с ягненком. Мы думали обменять на теленка, но, к сожалению, один мужчина с женщиной выложили кирпичи в стене нашего дома и украли вот эту овцу, и это для нас был такой вот удар. В то время они знали, что мы спецпереселенцы, они знали, что у нас дома сироты, и тем не менее вот такой поступок. Оскорбляли. Если вы хороший народ, вас не выселяли. А это сказать ничего не вышло, а внутри болеет. До выселения там так раз убийцы, людоеды, что только они сказали. Маленьких детей прятали от нас. 3 раза напали на нас, киргизы. Уничтожить, убить. Они нам дверь не открывали. А потом они поняли, что мы не такие люди. Они тоже открывали дверь. Мы ходили, туда молоко покупали, отру покупали. То найду, кушаю, то не найду. Ложусь вот так. А там был украинка Таня. Он пекарем работал. Она позвал к себе. Я тебе вижу, ты страдаешь. Жалко мне тебе. Я каждый день тебе буду давать 1 булка хлеб. Тогда вот такие большие, 2 килограмма был. Каждый день 1 хлеб давал он мне. Вот и я выжил. Люди, хорошие люди были. Нашему народу выжить помогли женщины. Все здоровые на фронте были. Старики, дети и женщины тут оставались. Женщины спасали народ. Они и там работали. И тут мы делали саман, они делали раствор, делали, подавали нам. Да, связку делали, продавали носки. Вот так и выживали. Друг другу помогали, и они, наверное, где-то, наверное, сохранились. У нас 16 семья была, как одна семья, мы там жили. Честная работа. Честно трудились. Верили нам. Закону подчинялись. Мы лучше своим трудом покажем, мы какие люди. Своим трудом. Наши старики нас так воспитали. Делайте на совесть. Делайте на совесть. Киргизы очень хорошо помогали. Мы жили в одном совхозе, там русские киргизы были. Они делали айран, молоко, бесплатно давали, кормили. Первый секретарь Киргизии Разаков приехал, просил, оставайтесь здесь, живите. Поставили в этот совхоз директором вашего человека, оставайтесь. Ну не хотели старики на родину ехать. Нас провожали, столы ставили, делали вечера русские киргизы. Вот и до сих пор вот мы приписываемся с ними. И сейчас мы держим дружбу с ними. Gündüz işleyip inirdi. Onu soğuk.
Bizne zarga gelip kızlar, yaşlar hepsi ayrılayım. Kolibis götürülüydü. Целый день мы работали в поле, а вечером мы собирались, и мы купили одну гармошку на всех, играли на гармоне и танцевали. И вот этот национальный праздник нам поднимал дух. Как наш писатель Хайсин Кулиев, его стихи читали, Казим Мечи, они говорили, будьте дружным, держите друг друга, всегда уважайте, хромой или больной, помогите ему подняться на ногу стать. Понимали стариков, как они учили нас. Мы хотели идти по их стопам, по их дорогам. Когда нас выселяли тоже Казим, он говорил, не падайте духом, Аллах даст вам помочь вернуться, говорит, на родину, а он бедный умер там. Allah saklandı. Бог сохранил. Новому поколению мы желаем, чтобы они были дружным, чтобы уважали друг друга, чтобы мир был нашим республикой. То, что бабушки, дедушки прожили, чтобы они вспоминали. Всегда прошу Аллаха, чтобы молодежь никогда не видели, что мы испытали. Работать надо. Человеческая жизнь это связано с работой. Uçan kanatlılar görmesin Allah'ı kıyılık. Я хочу сказать не то, что люди, пускай даже птицы, не видят того, что мы видели. Вы пришли, все спросили, вот это вспоминание, мне в душе легче становится. Жұртларынан айырылғала, көп қиынлықла көргеле. Оторванные от родной земли, вынесли они много страданий. Тоскуя по прекрасному Кавказу, от голода умирали в далекой Сибири. Вот вам мое завещание. Похороните меня на склоне холма, чтобы мою могилу обдувал ветер с Кавказа, и чтобы мне видеть Кавказ. Терпение, взаимопомощь, честный труд, способность победить ненависть прощением и надежда на Всевышнего. Похоже, именно эти качества в конечном итоге определяют, выживает ли народ в трудных обстоятельствах или навсегда исчезает с карты мира. Истории переживших депортацию показывают, в каждом человеке есть потенциал проявить свои лучшие качества или наоборот, потерять человеческое достоинство. Подобно огню, страдания либо очистят нас как золото, либо сожгут нас как солому. Именно об этом незадолго до своей смерти в степях Казахстана писал мудрый старец Казим Мечиев. Обращаясь к народу, он произнес пророческие слова, которые помогли балкарцам выстоять и сохранить себя. Эти бессмертные строки помогут и нам с честью вынести все испытания, которые выпадут на нашем пути. Уже тускнеет свет в моих глазах, но через все страдания и сомнения я об одном молю Тебя, Аллах. Народу моему пошли терпение. Пока я жив, пока могу дышать, под тяжким гнетом горестных событий, братья, я не устану повторять, вы ненависти в сердце не копите.
На скачках проверяет скакуна. Пройдем же сквозь хулу и сквозь проклятия. От горя, как от горького вина, не обезумьте, к вам взываю, братья. О край наш, как ты далеко, и хлеб изгнания в нашем горле комом. Да, выдержать такое нелегко, не выдержать, покрыть себя позором. Возьми слова Кизима, брат, возьми, и выстои в жизни под безумным гнетом, пока нам хватит силы быть людьми. Мы на земле останемся народом.